Вы сами-то верите во все вот это? От нас скрыто больше, чем мы видим. А я верю в то, что я вижу. И пытаюсь понять то, что я видел, ясно? Я испугался. Здравствуйте. Рад новой встрече с вами. Сегодня мы бесстрашно ответим на вопросы, заданные в прошлой части. Ссылка на нее, как всегда, в правом верхнем углу и в описании к видео. Для чего скрывают истинную историю? Правильнее задать вопрос, что даст, и важнее, чего не позволит знание истинной истории. Изучение истории позволяет отследить причинно-следственные связи, сделать выводы и использовать полученный опыт в будущем. А теперь спросите себя, особенно те, кто уже закончил школу, какие выводы, используемые в дальнейшей жизни, сделали вы? Никаких особенных выводов, верно? Так для чего вам знать настоящие подробности прошлых столетий, десятков предшествующих поколений, если оказываются невыученными уроки жизни собственных мамы и папы? Не имеют значения год крещения Руси, прорубание окна в Европу. Это просто бесполезный набор событий и цифр. Конечно, если вы не избрали своей профессии бесплодное изучение истории и поиск очередных несоответствий. Какая ядерная война? Ведь как бы общеизвестно, что в 19 веке были пушки и мушкеты. Наверное, пришедшего одного осознания фальсификации уже достаточно. Подытожим. Им нужно было чем-то заполнить историческую пустоту, чем-то не слишком презентабельным, чтобы вы не отвлекались от главного. В чем главное? Здесь придется напрячься. Основные тезисы на уроках истории были: на Руси всегда жили в мире множество народностей. Иноземцы постоянно воевали, вели захватнические войны. На Русь всегда нападали, но получали отпор. А мы несли свободу и порядок, писали конституции и несли мир этим беспокойным европейцам. От Рюрика и до Рокоссовского во все века миротворцы. Ребята, давайте жить дружно. Вот такой основной посыл уроков истории у нас. Вы пока подумайте, а я пойду дальше. Почему нельзя опасные технологии? Я был честным торговцем смертью. Я продавал израильские УЗИ мусульманам. Я продавал советские патроны фашистам. Я делал поставки даже в Афганистан, когда он воевал с моими советскими друзьями. Я снабжал все армии, кроме армии спасения. Продавать оружие – все равно, что продавать пылесосы. А теперь представьте, что герой Николаса Кейджа стал бы продавать всем желающим оружие массового поражения. Я тебе не гоню. Вы полагаете, эта человеческая цивилизация все еще существовала бы? 6 и 9 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Города были практически стерты с лица земли. Выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. Вот вам и ответ. Спички детям не игрушка, а сегодняшнее человечество – это именно ребенок, назло маме, старательно морозящий собственные уши. У меня отрастет ручка. Как принуждается прогресс? Ребенку полагается расти и развиваться. Семья Галагеров, пятилетняя Конни и двухлетняя Колин, выступают живыми мишенями у своей мамы Луэллы, метательницы ножей. Конни уже ветеран, потому не боится даже отменно заточенных тесаков. Нужна исключительная выдержка, чтобы не побояться воткнутого в глазное яблоко кухонного ножа. Вот он и развивается. Говорят, не бери его. Брось его живо.
Периодически всплывает преждевременная информация от так называемых проснувшихся. Сегодня мы разрушим миф о московском Кремле. Сегодня поговорим о ядерной войне 19 века. Но правило для всех одно – караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Какие инструменты манипуляции используются? Наконец-то мы подобрались к ключевым инструментам глобальных манипуляций. Кстати, на канале вышла большая статья, ссылка в описании. Надеюсь, вам понятно, что используются все доступные манипуляции, а именно те, которые дадут наибольшую эффективность, обеспечивая в заданный временной интервал достижения конкретных результатов прогресса. Рассмотрим на примерах. Будущие изобретения подаются в виде фантастических сюжетов. Так население подготавливают, а научному сообществу задают вектор развития. Тайна – это моя профессия, капитан. Научные открытия позволяются, но строго в рамках. Шотландские ученые создали первый в мире клон животного. Создали Долли с помощью технологий, которые прежде были невозможны. Прямо сейчас мы редактируем саму жизнь. Революция, произошедшая в наших институтах в последние 10 лет, состоит в том, что теперь мы можем попасть внутрь клетки и изучать ее характеристики на уровне генов. Исцеление от смертельных болезней. Однажды мы сможем заменять органы, пораженные болезнями, которые мы еще не лечим. Клонирование и пересадка органов. Экспериментируйте, но не злоупотребляйте. Мы должны устоять перед искушением копировать самих себя. Расщепление атома. Выработка электричества, пожалуйста. Развитие технологий выходит на конечную стадию. Технологическое чудо. Коэффициент восстановления делящегося материала превысит единицу. Наши атомщики шагали к этому событию без малого полвека. Им бы отметить такое достижение. Нового ядерного топлива хватит приблизительно где-то так на 3000 лет, если спрос на электроэнергию не будет расти слишком уж стремительно. А как так случилось, что в Евросоюзе атомную энергетику зачислили в разряд зеленых технологий? И какие такие перспективы это открывает перед Росатомом? Вот это поворот! Атомная война. Тор в Великобритании, Юпитер в Италии, Редстоун в Западной Германии. Особую тревогу советского руководства вызвали базы в Великобритании. Ракеты Р-5М с дальностью 1200 километров не могли дотянуться до них с территории СССР, в то время как в радиусе действия Торов находились почти все крупные города европейской части страны, включая Москву. Атомная война ни в коем случае. Убираем с арены ключевого бойца, изобразив его сырьевым придатком. Про сырьевой придаток будет отдельное видео на этом же канале в подкасте «Братья по разуму». Я надеюсь, вам со мной интересно, потому предложу маленькое домашнее задание на завтра. Необходимо посмотреть 2 художественных фильма: «Трудно быть богом» 1989 года и фильм 2017 года «Валериан и город тысячи планет». На сегодня рассказ завершен, а завтра вы узнаете кое-что еще не менее интересное и важное. Палец вверх, подписка на канал и колокольчик вам могут в этом сильно помочь. До завтра! Я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад. Что ты сделал-то там? Ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак. Но как-то... Еще маленький был, говорили: пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все, с 1 и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, а чё ты как-то все не по приколу. Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в 7 утра.
столовка, сменка, училки вот эти и физра, и литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Я думаю, что-то школа как-то ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Ни о чем. А потом был универ, хороший, престижный, старый. И понеслось друг за другом семестры, сессии, пары. Я там хорошо учился, я там получил даже красный диплом. Но так-то, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. А потом познакомился с девочкой из хорошей семьи, хорошая фигура, машину водила ровно, готовила вкусно и сама, в общем-то, такая не дура. И хорошо мы даже пожили с ней 2 года на съемной квартире вдвоем. Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю, блин, ни о чем. Песня ни о чем. А потом устроился на работу, доход хороший, не печальный. Начальник, в общем-то, молодец. Потом как-то бац, и я сам начальник. Но, наверное, лучше было бы стать учителем, я не знаю, или врачом. Потому что вроде все есть, но все как-то ни о чем. Песня ни о чем. А потом поехали мы с женой на Мальдивы. Она меня замучила, говорит: поехали, там так красиво. Приехали, а она опять: а чё у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, просто эти Мальдивы. Я прихожу домой, падаю в кресло, совсем усталый. Включаю радио, хочу послушать радио. Любимое радио, никакое попало, все достало. Хочется чего-то приятного для души и не резкого. А там по радио какой-то Кураевский. Если этих придурков так и будут на радио пускать, так далеко не уйдем. Ладно бы песня была хорошая, а то и песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Главное, морда кирпичом.